Здравствуйте! В мире кинологии очень много критиков, которые скептически относятся к методике перехват. Относительно самой сути и технических элементов этой методики я уже рассказывал в своем видео под названием «Роль перехвата в бою». Но в этом видео я хочу рассмотреть основной аргумент кинологов, которые отрицают эффективность перехвата. Свою позицию они объясняют тем, что если собака работает на перехват, много раз меняя место хватки, то у нее падает мотивация и, как следствие, сила укуса и качество хватки. Так ли это на самом деле? Без лишних предисловий я скажу сразу. Такие выводы – это просто заблуждение теоретиков или кинологов, которые не вникали досконально в работу собак по перехвату или имели опыт работы с собаками сомнительного качества. И здесь я в очередной раз говорю о том, что любая методика предполагает то, что изначально нужно найти собаку с необходимым врожденным потенциалом, который позволит правильно освоить, а впоследствии выполнить все необходимые навыки. Методика перехват, как и любая другая, предполагает то, что на первых занятиях инструктор должен протестировать собаку и определить, можно ли с ней заниматься в этом направлении. Итак, падают ли показатели силы укуса и качества хватки, когда собака работает на перехват? Ответ однозначный – нет. Эти показатели никоим образом не ухудшаются от того, что собака в процессе борьбы часто меняет место хватки. И для того, чтобы прийти к этому заключению, на практике, а не просто рассуждая в теории, я прибегнул к использованию прибора для замера силы укуса, который фиксирует каждое изменение усилия. При этом я делал замеры на приборе, работая со своими собаками, говоря спортивным языком, на инстинкте добычи, а также и занимаясь чужими, уже в совершенно другом эмоциональном состоянии, на агрессии и злости. Такие замеры проводились на длительной дистанции и с большим количеством прекращения хватки с ее последующим возобновлением. И я вам скажу, что хорошо мотивированная собака с каждым последующим разом только еще сильнее загоралась в желании возобновить хватку. И максимальные показатели силы укуса были зафиксированы не на первых попытках, как ожидалось, а наоборот, много попыток спустя. Да, естественно, дойдя до моментов приличной усталости, показатели силы укуса незначительно падали. И это закономерно, здесь уже дает о себе знать фактор длительной нагрузки, при которой забиваются мышцы, принимающие участие в работе. При этом с таким же успехом и работая без перехвата собаку ждет снижение функциональности по причинам физиологии, а не ввиду снижения мотивации. И это я говорю о длительных временных нагрузках. А вот каких-то 20-30 перехватов во время нескольких минут работы показатели силы укуса и качества хватки не поменяют совсем. Но главное даже не в этом. Основополагающий момент в продуктивности перехвата в том, что на протяжении всего поединка сильно мотивированная собака на каждом временном отрезке будет демонстрировать максимально возможные показатели в силе укуса и качестве хватки. Так же, как и у людей в единоборствах. К примеру, если взять бокс, как будет падать сила удара боксера во время поединка? В первых раундах боя это падение будет незначительным. Потом с течением времени выносливость будет сказываться на действии боксера, но с учетом характера он будет стараться нанести сокрушительный удар на протяжении всего поединка. И даже на последних секундах изнурительного боя в 12 раундов боксер может нанести нокаутирующий удар. Так и собака, даже дойдя до момента крайней усталости, может то, что называется, взорваться и показать очень высокий результат в силе укуса, опять же, с учетом врожденного характера. На этих кадрах вы видите, как я испытываю свою собаку на максимально длительное проявление хватки в одном месте укуса. Эта собака после того, как вошла в захват, не разжимала свои челюсти уже более 1 часа. Сейчас я ее снимаю с захвата, а вы можете посмотреть, какое поведение и мотивацию она демонстрирует. У нее даже нет мысли прекращать работу. И мотивации, и функционала у нее еще хватит надолго. Ну что, уважаемые кинологи-теоретики, утверждающие, что собака с каждым перехватом теряет силу укуса и качество хватки. Думаете, для такой собаки какие-то 40-50 перехватов или 10-15 минут работы поменяют показатели силы укуса? Мой вам совет. Если вы не поверите, пока сами не увидите, то сделайте прибор для замера силы укуса и на практике убедитесь в моих словах.
Сейчас я хочу отметить еще один момент. Чем сильнее собака в качестве проявления хватки, тем сложнее ее научить менять место укуса, ввиду того, что она постоянно стремится быть в состоянии покоя, а проявление хватки с удержанием в одном месте и дает собаке это состояние. Поэтому если вы планируете со своей собакой заниматься методикой перехват, то в идеале должны со щенячьего возраста формировать модель поведения, которая в будущем позволит собаке не зацикливаться на одном месте укуса. На этих кадрах я, играя со своим щенком, формирую такую модель. А на этих кадрах он уже в возрасте 2 лет, но я все так же, играя с ним, поддерживаю привычку перехвата. А на этих кадрах вы можете посмотреть, испортили или нет такие занятия качество хватки моей собаки. Конечно же нет. При правильном подходе собака будет гармонично развиваться и в силе укуса, и в жесткости хватки, и в умении своевременно делать перехват. Отрабатывая перемену места хватки, необходимо обратить внимание на один момент. Если собака, работая на привязи или в динамике борьбы, то, что называется, схватила передними зубами, в дальнейшем она всегда должна стремиться при малейшей возможности максимально глубоко войти в место укуса. Я хочу напомнить еще один основополагающий технический момент. Смысл перехвата не в том, чтобы блокировать каждый удар. В бою это невозможно. Собака не должна хватать каждый раз бьющую руку или ногу. Смысл перехвата только лишь в смене позиции на более выгодную и достижении желаемого места укуса. Но не стоит забывать, любым направлением в кинологии нужно заниматься только с собаками, которые генетически к нему предрасположены. Только в таком случае вас ждет успех. Безусловно, есть специальные методики, чтобы вывести показатели в любом аспекте на максимальный уровень, но врожденный потенциал – это обязательный фундамент. Собаки каскада показывают чудеса в силе укуса и качестве хватки не потому, что есть какие-то чудо-методики, а потому что они рождаются такими. Ввиду того, что этому качеству при племенном отборе уделяется должное внимание. Если вы решили заниматься по методике перехват с вашей собакой, и она соответствует всем критериям для выполнения этой задачи, занимайтесь смело. Ничего плохого эта методика не принесет. Главное, обратитесь за помощью к грамотному, опытному специалисту. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.